3 часа утра. Мир за окном окончательно замер, шум машин утих, соседи ваши замолчали, в комнате у вас темно и абсолютно тихо. Вы лежите в своей постели, ваше тело устало, вы хотите спать, но ваши глаза открыты, потому что внутри вас началось совсем другое движение. Вы замечали, что ночью тишина не приносит покоя. Напротив, она становится сценой, на которую выходит ваш внутренний голос. И этот голос звучит так громко, как никогда он не звучит днем. Днем вы можете отмахнуться от своих мыслей. Днем у вас есть дела, звонки, работа. Днем вы часть системы, а ночью системы нет. Есть только вы и этот голос. Он не говорит о приятном, он не хвалит вас за достижения, которые вы создали прошлым днем. Он начинает задавать вопросы, на которые у вас просто нет ответов. Он напоминает о неловких фразах давнишней давности. Он рисует сценарии каких-то катастроф, которые никогда не случатся. Он заставляет вас сомневаться во всем, в вашем пути, в ваших талантах, в вашем смысле. Почему ночью все кажется таким фатальным? Почему одна маленькая ошибка, о которой вы не думали весь день, в 3 часа ночи раздувается до размера вселенского позора? Почему разум, который был логичным и холодным в полдень, в темноте становится беспомощным и паникующим? Это не просто бессонница. Это особый режим работы вашей психики. Режим, в котором вы остаетесь без защиты, без масок, без фильтров. Давайте разберем механику ночного голоса. Мы пойдем в эту точку, где тишина перестает быть безопасной. И поймем, что на самом деле пытается сказать вам ваша пустота. Давайте посмотрим, что происходит с вашим восприятием, когда гаснет свет. Днем ваше внимание распределено по поверхности реальности. Вы сканируете внешнюю среду, вы решаете задачи. Ваш мозг занят обработкой огромного потока данных. Внутренний голос в это время звучит как фоновый шум в метро. Его слышно, но он не мешает вам ехать. Но ночью внешний поток данных полностью перекрыт. Внимание, которому не за что зацепиться снаружи, проваливается внутрь. И здесь оно сталкивается с тем, что психологи называют когнитивным искажением темноты. Вы замечали, что ночная логика работает абсолютно иначе. Днем вы понимаете, проблемы решаемые, деньги можно заработать, конфликт можно уладить, а ночью логика исчезает. Остается только чистое, можно сказать, дистиллированное чувство. Любая мысль ночью окрашивается в цвета тревоги. Это связано с биологией. Когда организм истощен за день, уровень вашего эмоционального контроля полностью падает. Префронтальная кора, та часть головного мозга, которая отвечает за логику и за здравый смысл, уходит на перезагрузку. И управление перехватывает лимбическая система, центр ваших древних страхов. Поэтому ночью вы не думаете, вы просто реагируете. Ваш внутренний голос – это не вы, это эхо ваших непереваренных за день эмоций. Вспомните, те же самые мысли, которые казались вам ужасными ночью, утром вызывают лишь легкую улыбку. О чем я вообще думал? Это же такая ерунда. Но в 3 часа ночи эта ерунда кажется истиной. В последней инстанции, так можно сказать. Ночной голос – это мастер преувеличений. Он берет какую-то крупицу сомнения и превращает ее в абсолютную пропасть. Он берет каплю вины и превращает ее в океан. И самое опасное, вы верите этому голосу, потому что в темноте у вас нет другого источника информации. Давайте разберем, о чем на самом деле говорит этот голос. Если вы прислушаетесь, вы заметите, что у него нет настоящего времени. Он либо в прошлом, либо в будущем. Он либо судит вас за то, что уже сделано, либо пугает тем, что еще даже вообще не произошло. Ночной голос – это страж вашего идеального образа. Он выходит на охоту тогда, когда вы наиболее уязвимы, чтобы напомнить вам, насколько вы не соответствуете своему идеалу. Он бьет в самые слабые места, туда, где вы сами себя не доверяете. Но есть и другая сторона. Ночной голос – это то, что вы не позволили себе услышать днем. Потому что днем вы были слишком заняты собой, чтобы заметить свою грусть. Вы были слишком эффективны, чтобы почувствовать свою усталость на работе. Вы были слишком вежливы с кем-то, чтобы признать свой гнев. Все эти непрожитые моменты не исчезают. Они просто сидят вас и ждут. Они ждут, когда вы останетесь в тишине. И тогда они начинают требовать вашего внимания.
Бессонница – это не проблема с засыпанием, это проблема с присутствием в своей жизни. Ваша психика не дает вам уснуть, потому что внутри накоплен огромный долг, по честности, с самим собой. И ночной голос – это коллектор, который пришел за этим долгом. Вот вы пытаетесь бороться с ним, вы пытаетесь переключать свои мысли, вы считаете овец или смотрите видео в телефоне, но это лишь способ снова убежать. А голос будет ждать следующей ночи. А зрелость наблюдателя начинается там, где вы перестаете спорить с ночным голосом. Вы не пытаетесь доказать ему, что вы хороший, не пытаетесь опровергнуть его обвинения, вы просто говорите: «Я слышу тебя». Вы понимаете? Сейчас говорит моя усталость, сейчас говорит моя древняя лимбическая система. Это не истина, это просто шум истощенного разума. Как только вы перестаете давать этому голосу энергию своего страха, он начинает затихать. Он превращается из прокурора в простое бормотание. Но ночной голос забирает самое ценное. Он забирает ваше право на восстановление. После такой ночи вы просыпаетесь полностью разбитым. Ваше тело не отдохнуло, ваш разум перегружен. В этом состоянии вы входите в этот новый день. Но самое странное происходит потом, когда, даже когда вы смертельно устали, даже когда ваш организм кричит о необходимой паузе, вы не можете ее себе позволить. Вы замечали, что стоит вам сесть и ничего не делать днем, и внутри снова поднимается какое-то напряжение. Только теперь это уже голос не разума, а страха. Это голос вины. Такой как: ты ничего не делаешь, ты теряешь время, другие уже намного впереди. Понимаете? Мы просто разучились отдыхать. Мы превратили свой покой в повод для самобичевания. Мы боимся остановиться, потому что в остановке мы слышим все тот же пугающий шум. Почему мы чувствуем вину за свой отдых? Почему мы считаем свою ценность только через количество выполненных задач? Где-то точка, в которой мы перестали быть живыми людьми, а стали какими-то функциями. Почему человек не умеет отдыхать без чувства вины? Как мы попали в ловушку бесконечной продуктивности? И что происходит с вашей психикой, когда ничего не делание становится для вас угрозой? Друзья, мы продолжим искать, исследовать механику наших внутренних состояний, чтобы однажды ночной голос стал просто тишиной. А пока напишите в комментариях, о чем ваш внутренний голос говорил с вами сегодня ночью. Одним коротким словом. Прошлое, будущее, ошибка или страх. Зафиксируйте это слово. Выведите его на свет. И оно станет на один шаг тише. Друзья, оставайтесь со мной. До встречи.